Я всех приветствую. Дело у нас дошло до сидения. Мне нужно его сейчас полностью разобрать, ну точнее снять чехол, чтобы отдать его девушке. Она будет его перешивать. Ну, сиденье довольно сложное, частей очень много. Можно было перешить и самому перетянуть, но я боюсь браться за эту работу, боюсь сделать что-то не так, так как руки у меня под это не совсем заточены. Здесь вот такие имеются завязки, подтяжки или как это называется, правильно не знаю. Вот их тоже нужно восстановить на новом чехле, чтобы это все у нас было. Спинка здесь снимается, вот они два винта, также она может регулироваться. Вот нужно поснимать все вот эти вот металлические элементы с него. Передний кронштейн, задний кронштейн под замок. Вот это также все снять, чтобы помыть это хорошенько перед сборкой. Также вымыть, наверное, поролон нужно. Я думаю, что за столько лет все равно туда насосало грязи. Вот, в общем, приступим. Сейчас будем разбирать его. Так, ну все, вроде у нас готово. Снял чехол. Поролон в неплохом состоянии. Ну, с ним как бы ничего не должно случиться под чехлом. Единственное, вот он напитал воды из-за того, что была дрявая клеенка. Вот эта вот подложка. Она была здесь, видимо, вшита. Так, вот так вот, собственно, выглядит чехол. У него здесь есть такие некоторые хитрости, как эти завязки держатся. Здесь вот стоит стальной прут. Его, конечно, нужно, наверное, вытащить. Но он уже и сгнил. У меня где-то была такая столистая проволока. Сделаем новые по этому образцу. Нужно отдать вот это все мастеру. Это липуха, это уже латку сами прилепили кожаную. Отдавать мастеру, чтобы она мне по вот этим вот лекалам новый чехол забалабасила. Ну, по разборке все. Нужно будет подготовить всю арматуру вот эту. Также все зачистить. Возможно, подкрасить где-то, если надо. Так-то чехлы я отдам. Но предварительно мне надо сейчас поехать купить материал. Такой, подобрать его по цвету.
Вот здесь фрагмент, который был под сиденьем, он не выгорел. Вот что-то нужно подобное поискать по цвету, чтобы более-менее это все сходилось как-то. Ну, в общем, поехали за материалом. Так, вот что удалось мне купить. Вот такой материал. Я спросил. Говорит, что берут на сиденье такой, ну, именно не раскраску, а сам материал. Он тянется в одну как-то сторону, в общем, ну, натянуть, если что, будет можно. Хотя здесь тянуть особо нечего, здесь сиденье вроде бы как сделано так, что никуда его тянуть не нужно. Ну, и по фактуре он более-менее подходит, в общем-то. Более-менее. Но это все, что мне повезло найти. Пришлось купить много. Метр погонный идет 1,40 м на метр, получается. Мне пришлось взять 2 таких погонных метра, иначе никак, в общем. Ну, ничего страшного останется, он все равно у меня разойдется, все равно еще придется что-то куда-то шить. Поэтому сейчас все это собираю и отвожу мастеру на шитье. Итак, ребята, приехал мой чехол. Так, это старый. Это остатки материала. Как я говорил, я брал его с запасом. Но пусть будет. Материал такая вещь, что он пригодится всегда. Так, это у нас чехол спинки. Вот такой он будет. И вот это у нас основной чехол. Я еще, признаюсь, не доставал, даже не смотрел его никак. Вот так вот он будет у нас выглядеть. Я очень просил, чтобы все было соблюдено по канонам, так сказать. Ну, то есть, как можно ближе к оригиналу, чтобы все было. И я надеюсь, мне так все и сделали. Вот эти вот наметки это остались для того, чтобы я уже по месту вырезал дырки необходимые. Вот здесь и да, вот они еще. Тут нужно будет прорезать. Ну, если это будет необходимо, конечно, лишний раз лучше ничего не резать. Вот, это чехол у нас сюда. Клеенку я выбрал вот такую. Она, в принципе, плотная. Думаю, натянется нормально. Проблем не должно с ней быть, надеюсь. Вот нашел у себя вот такую столистую проволоку. Она практически никак не гнется, но она очень столистая. В общем, не знаю даже для каких целей такая проволока используется. Эта проволока нужна будет, чтобы сделать вот эти элементы сидения. Они придают форму. Она немного тоньше, буквально вообще на чуть-чуть. Но она очень-очень такая, как сказать, прочная. Ну, форму держать должна. То есть, если я ее согну вот таким образом, под такой угол, как нам нужен, то угол она этот будет держать, я думаю. Вооружаемся всем необходимым инструментом. Это скобы, это, естественно, степлер. Здесь еще даже что-то есть. Арматура у нас также вся, в принципе, готова. Я почистил, кое-что нужно было поравнять, я это сделал. Также я запаял вот эту спинку. Она была лопнута здесь. Ну, я пропаял с одной стороны, но я думаю, это хватит, так как пластик этот довольно толстый. Тут, наверное, 3 мм в толщину, около того. И я фаску снял большую, я думаю, что хватит здесь. Никаких таких прям нагрузок сильных не должно быть. Само основание сидения у нас также готово. Оно высохло, потому что оно было влажное. Пока у нас шли подготовки, все это просыхало. Отрывать я его не стал от основания, так как потом придется клеить. Ну, я предпочел, что это ни к чему, поэтому оставил его на месте. Ну, здесь каркас немного его сполоснул, протер, он уже сухой. В принципе, также готов принимать на себя чехол. Ну что, друзья, предлагаю начать. Должно быть все у нас хорошо. Поехали!
Все, ребят, все готово. Я думаю, получилось очень даже неплохо. Постарался, все сделал как положено. Единственное, вот здесь складка небольшая, ну она как не складка, а небольшой бугорок, можно сказать. Но он должен, по идее, уйти. Обычно, когда свеженатянутые чехлы, они немного имеют какие-то огрехи. Под солнцем и под дождем оно более-менее все станет на место со временем. То есть оно примет форму и должно будет быть вообще идеальным. Чехол пошит, я считаю, просто шикарно. Такого, честно говоря, я давно не встречал, чтобы чехол настолько такой сложности был сделан настолько качественно. Молодец, потрудилась, за что ей вообще просто безумное спасибо. Вот, вы видите, здесь и бока, все выведено, все строчки красивые, никаких, нигде ничего вроде бы нету. Вот, также и сзади мы наблюдаем, что все у нас ровно. Вот, поэтому сиденье у нас уже готово. Сиденье для макси-скутера является, в общем-то, огромной деталью внешки, поэтому если сиденье разъебанное, скажем так, то во многом теряет внешний вид скутера, в общем. Что же касается лючка бензобака вот этого, этот лючок, он покрашен, он будет также переделываться вместе с пластиком. Я пока что его поставил сюда, чтобы увидеть, чтобы не торчали, в общем, швы здесь нигде, чтобы все это было более-менее ровно. Я его, конечно, сниму для ремонта потом. Здесь я делал также вот этот замок, он не работал. Ну, может кому пригодится. И вот эта защелка, она подходит с любого старого там CD-плеера, скажем, где крышка диска закрывается. Вот там используется очень похожий замок. Ну, немного я его здесь кастомизировал, так сказать. И сюда вклеил наклей. Ну, держится, я с ним катался очень много. Вот так он должен защелкиваться. Ну и, собственно, также отщелкиваться. То есть все работает, никаких вроде проблем. В остальном по арматуре все, в принципе, ну, неплохое более-менее состояние. Красить здесь нечего, так как эти детали, они чем-то, в общем, покрыты с завода. Местами, конечно, появилась коррозия, я ее очистил как смог. Вот. Ну, а в остальном все. Степлер иногда у меня не добивает скобки. Но, честно сказать, ему уже очень много лет. Наверное, его уже пора отправлять на пенсию. Ну, поэтому немного приходилось, в общем, где недобитые скобы, либо досаживать, либо вытаскивать, шлепать новые. Я еще раз пройдусь, просмотрю, где есть такие скобы, потому что не настолько досконально это все просмотрел. И их также поменяю. Возможно, уже новым степлером, потому что что-то мне это совсем уже, честно говоря, надоело. Мозги он делает. Вот, поэтому на этом, пожалуй, все, ребят. Спасибо большое, что посмотрели. Всем пока.